Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня я хочу поделиться с вами, как я из одной большой скатерти размером 120 на 150 сантиметров, с учетом того, что у меня стол имеет размеры 60 на 100 сантиметров, из одной скатерти сделала две скатерти. Одна у меня получилась полноценная скатерть, а вторая скатерть-дорожка. Начнем. Сначала я приложила к столу скатерть и посмотрела, какой бы размер меня удовлетворял. Затем я отрезала, получается, с одной стороны 30 сантиметров, которая длинная сторона имела 150 сантиметров, вот от нее я отрезала 30 сантиметров вдоль. И с другой стороны я еще отрезала 20 сантиметров, также отмерила. Все это я делала водорастворимым ручкой, или маркером, как его называют. Покупала я его на ВБ, везде он продается, и от утюга или отпаривателя он стирается, исчезает. Ничего сложного нет, края я обметала, обработала с подгибом на 2 сантиметра и прошила, сделала закрепляющую строчку. Все это очень быстро делается и просто, если у вас есть машинка швейная. Моей старушке уже много лет, я покупала ее где-то, наверное, 3-4 года назад, и то на Авито. Дополнительно к каждому углу я пришила бусины. Сделала это для того, чтобы мне в последующем кисти, которое я до этого сделала, короткое видео, как я это делала, у меня есть на канале, можете пройти и посмотреть. Так вот, я эти бусины сделала, чтобы насаживать на них кисти декоративные, и при стирке я могла бы спокойно эти кисти снять с этих бусин и скатерть постирать, в случае, если она у меня испачкается. Так что, вот я так подумала, что мне так будет удобнее намного. Бусины я также покупала на ВБ, они стоят вообще копейки, там, по-моему, разное количество, есть разным диаметром. У меня это 18 мм диаметр бусины. В общем, пришила бусины и насадила сверху декоративные кисти. И сейчас покажу вам, что у меня в итоге получилось с этой скатертью. Эта скатерть у меня вот так вот смотрится в интерьере. Мне кажется, что вполне замечательно и красиво. Цвет скатерти выполнен в нейтральном цвете, поэтому она в глаза особо не бросается, а уют все-таки с кистями чувствуется больше. А теперь я предлагаю перейти к скатерти-дорожке. Из оставшихся кусочков 30 см я обработала все края. Далее по короткой стороне я сложила на две эту сторону пополам ровно и проделала строчку вдоль короткого края. Получается, мы эту строчку прокладываем, затем выворачиваем наизнанку и получаем наш замечательный уголок скатерти-дорожки, который вы видели, может быть, в других где-то местах. Вот так вот это просто уголок этот делается. Далее мы этот уголочек срезаем, чтобы он нам не мешал, когда мы вывернем эту скатерть. И с другой стороны мы все это иголочкой прихватываем потайным швом. Подшиваем, и далее мы просто пришиваем уже кисти к нашему уголочку. Можете это сделать каким-то другим способом, но я вот решила сверху их пришить, потому что у меня была петелька красивая. Я решила, чтобы она у меня вот выделялась на скатерти. Пусть она будет у меня пришита вот так. И получаем вообще потрясающую вещь, на мой взгляд, дорожка. Она меня покорила прям, не знаю, своей простотой, своей красотой. И дети у меня добраться все-таки до нее не могут. Матвей у меня все время сейчас теребит эту вот сверху пленочку. Я еще купила прозрачную клеенку скатерть. И до нее добраться не может. Она у меня чистая всегда, красивая. Мне это очень нравится. Так что все это очень просто и доступно. Я довольна, честно, своей покупкой в 389 рублей, что у меня из этого получилось. А вы уже смотрите сами, экспериментируйте, пробуйте. Всем хорошего настроения и до новых видео. Так что вот такая красота у меня получилась.